Уважаемые друзья, вам предстоит приступить к службе, возглавить воинские подразделения, части и соединения в непростое время. Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России. Даже нам хорошо все это известно, хорошо знакомо. Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада. Удивительно, но до сих пор это еще рассматривается в квазинаучных кругах. Подчеркну, Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем, мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска. Растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота. Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое другое. При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя. Все это делается, подчеркну, это особенно важно. Все это делается на собственной, отечественной научно-технологической базе. Является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Полностью обеспечено необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России. Но, безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции – это воинский коллектив, а его руководящие и направляющие силы были и остаются офицеры. Как емко выразился когда-то Петр I об армии, в ней всякий офицер как душа в теле человека. Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил и в наши дни, и в будущем. Уважаемые товарищи,